Друзья, я вас опять приветствую. Мы возобновили наш прямой эфир по техническим причинам, почему-то он прерывался. Давайте же продолжим. Я вас попрошу в чате поставить, из какой вы страны и есть ли у вас эта проблема или у ваших близких. Так, еще раз напомню, мы говорим о проблеме храпа, ночного храпа, а также синдрома ночного апноэ, что означает остановка дыхания во время сна, после чего мы слышим бурный храп со стороны спящего. Ждем ваших ответов в чате. И продолжим. Три метода. Продолжим, я расскажу вам 3 метода, которыми англичане борются с этой проблемой. Главное – это закрыть рот ночью, чтобы ночью не был открытый рот, и человек ночью дышал только через нос. Для этого первый метод я только что показывала, повторюсь немножечко. Берем обычный пластырь, который из бумаги состоит, отрываем кусочек, заклеиваем сбоку его кончики, чтобы он не был липким, и заклеиваем рот. Вот таким образом. Он легко клеится, легко снимается. Такой метод, он очень действенный и подходит для людей, которые не имеют проблемы с носовой проходимостью. Что это значит? Нос дышит легко. Так? И не имеют проблемы с, например, с пищеварением. Ну, вдруг вы чувствуете, что вы на ночь поели чего-то нехорошего, и вы можете вырвать. Поэтому этот метод подходит для таких людей. Для людей, которые имеют проблему с носовой проходимостью, то есть когда они дышат, они чувствуют, что они плохо дышат, либо одна ноздря заложена, одна не заложена, мы предлагаем другой метод. Мы берем точно так же кусочек пластыря и делим его, смотрите, ровно пополам. Вот видите, это легко происходит. Заклеиваем аналогично кончики с обоих сторон, смотрите, вот раз, и заклеиваем рот наискось. Вот таким вот образом. Попрошу заметить, что таким образом, я думаю, вам не будет страшно заклеить ребенку рот на ночь, поскольку это очень частый вопрос. Мамы боятся заклеить сплошным скотчем ребенку на ночь рот, говорят, мой ребенок задохнется и так далее. Если у вас есть сомнения, или вы задохнетесь, или ваш ребенок задохнется, заклеивайте, пожалуйста, способом накрест. Таким образом, уголки вашего рта всегда будут открыты. И если у вас вдруг не будет хватать воздуха или вашего ребенка, он сможет приоткрыть уголки рта и дышать воздухом, это будет не проблемой. Но потом вы поймете, что можно перейти к обычному способу дышать носиком и заклеиваться полностью цельным кусочком лейкопластыря. И третий способ, который используют, для этого нужно нам взять 4 кусочка лейкопластыря и обклеить рот по периметру. Вы сейчас посмотрите, это довольно легко получается и абсолютно надежно для очень боящихся родителей или для тех, кто вообще за себя боится. Вот, заклеиваем внизу, заклеиваем сбоку, заклеиваем еще раз сбоку и заклеиваем поверх. Вот таким вот образом. Рот при этом очень сложно открыть, поверьте мне. Но, тем не менее, если вам нужно будет дышать, вы сможете приоткрыть губы или что-то у вас будет не так. Но зато это тренирует мышцы губ быть закрытыми. То есть вам надо открыть, вы чуть-чуть их открыли, но потом вы же спите, вы этого не контролируете, пластырь их все равно как бы закрывает. Это будет первый шаг к тому, чтобы двигаться, чтобы избавиться от проблем ночного храпа. Попрошу, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в чат, делитесь нашим эфиром. Я думаю, эта проблема актуальна для всех, и очень многие люди не знают и даже не понимают, что от ночного храпа можно избавиться легкими способами, без каких-либо медикаментов. Я думаю, кто уже пробовал какие-то медикаменты, на самом деле они дают, если вообще дают какой-то эффект, то очень кратковременный эффект.
Вы можете писать в комментариях вопросы. Я вижу, Оля мне показывает, что есть вопросы, буду отвечать. Оля, вопрос. Смотрите, удобно ли спать? И, конечно, комментирует, что это оригинально. И со своей стороны хотелось бы еще спросить. Скажите, пожалуйста, так как вы обучались этому в Лондоне, и английские врачи поделились этим секретом, сколько лет исследований они провели для того, чтобы вот прийти к такому оригинальному методу? Они занимаются исследованиями более 20 лет. Более 20 лет. Вообще школа, которая это транслирует, она существует уже более 50 лет. Ее основатель Джон Мю начал заниматься, ему уже 90 лет на сегодняшний день, а начал он заниматься этим в 30 лет, исследованием правильного роста, правильного дыхания. Вот, а непосредственно вот таким вот методом пользуются уже более 20 лет. Более того, я вам расскажу, что это метод не прям такой уникальный. Наш соотечественник Константин Бутейко, я думаю, слышали многие о нем, он тоже использовал вот такой вот метод для лечения астматических заболеваний. Кстати, мы тоже обязательно сделаем прямой эфир по астматическим заболеваниям, по частым бронхитам, по предастматическим состояниям. Это очень актуальная проблема для всех, особенно сейчас у деток. Предастматическое состояние – это очень часто встречающаяся проблема. Мы сделаем по этому эфир чуть-чуть позже. Вот, так вот, Константин Бутейко на всем постсоветском пространстве тоже пропагандировал этот метод, но тогда не было таких пластырей. Он брал обычную изоленту. У нас когда-то в Советском Союзе была изолента, и он изолентой заклеивал рот. Угу. А подскажите тогда, Оля, еще вот вопросы задают, буду зачитывать. Во-первых, хотели спросить, есть вот девушка Мария, которая пишет, что после аварии она стала храпеть, именно при засыпании во всех позах от этого страдает. А вот могла ли вот авария к такому привести? Авария могла к такому привести, абсолютно точно. И для Марии выход – это начать вот с этим работать. Но нужно как бы с Марией теснее познакомиться, если нужно, она может мне написать в личку, потому что могут там быть и другие причины, но они тоже устраняются, и тоже это не таблетированными методами, может быть, ей придется дополнительно заниматься дыхательными упражнениями, кроме вот этого, но это я уже прокомментирую. Мария может мне на мою страничку, доктор Ольга Козык, написать запрос, я отвечу. Маша просит показать еще раз. Маша, потом эта запись остается в записи, этот эфир, и вы сможете просто пересмотреть для того, чтобы не занимать сейчас время. Еще Оксана спрашивает, вы никогда не лежали в палате с пожилыми женщинами, никакой скотч не поможет, вы даже не сможете убедить его наклеить. Вот вопрос, если муж храпит, то есть можно его как-то переубедить? Ну, я думаю, да, что это вопрос психологической, скажем так, контакта с мужем, но думаю, что, смотрите, у храпа мы должны четко разделять две составляющих. Одна эстетическая, так сказать, да, то есть это, не эстетично, когда мы храпим, мы мешаем другим людям и так дальше, а вторая все-таки это составляющая здоровья. То есть, я думаю, мужу важно донести, что его организм не высыпается, что вы о нем печетесь, вы о нем переживаете, и вы хотите улучшить его здоровье. У него будет лучшая вентиляция легких, лучше обмен кислорода в организме, если он будет дышать носом. Поэтому, если мужу донести, я думаю, что это важно для его же здоровья, он будет пользоваться этим методом, тем более это недорогой метод, это не какой-то сложный метод. Вы сделаете мужу поддержку. Вы тоже спите, если вы даже не храпите, всегда, когда мама ребенку показывает, что я сплю, ребенок спит с пластырем легко. Точно так же, я думаю, мужу будет не так уже неудобно спать с пластырем, если вы тоже будете это делать. Еще несколько вопросов касательно пластыря. То есть это специальный пластырь, где его покупать? Можно ли канцелярским пластырем? Смотрите, канцелярским пластырем можно, но подумайте, что у вас кожа будет раздражаться, там клей не такой специальный. Этот пластырь продается в аптеках, он бумажный. Вот вы спросите, просто подойдите у аптекаря, продайте
дайте мне бумажный пластырь, пожалуйста, либо посоветуйте, в какой аптеке можно его взять. Его без проблем можно взять в какой-то более или менее большой аптеке. Продается в большой катушке, вот видите, это катушка, и он бумажный. Все-таки рекомендую пользоваться аптечным средством, поскольку там клей для кожи предназначен, да, чтобы у вас потом не было проблемы покраснения кожи и так дальше. Угу. Оль, еще вопрос. Для тех, кто только присоединился к нашему прямому эфиру, напомнить, о чем идет речь сегодня, и представьтесь, пожалуйста. Я доктор Ольга Козык, являюсь практикующим врачом-ортодонтом более 12 лет. У нас эфир сегодня о проблеме ночного храпа, о проблеме синдрома ночного апноэ. Это когда у человека во время сна останавливается дыхание полностью, это смертельно опасная болезнь. И мы сегодня рассказываем методы, которые меня научили в Лондоне, лондонские врачи, как они борются с этой проблемой очень легко и без лекарственных средств. Спасибо большое. И еще анонсировали сегодня то, что помимо храпа это улучшает иммунитет. Каким образом? Давайте вспомним о том, что наш иммунитет – это наше все. То есть то, сколько мы болеем, как часто мы болеем и как сильно мы болеем, зависит от нашего иммунитета. Иммунитет не может быть хорошим, если вы ходите с открытым ртом и носиком не дышите. Да, то есть мы сразу понимаем, что если мы дышим ртом, все микробы, бактерии попадают прямиком нам в наши дыхательные пути и ничем не останавливаются. Если мы дышим носиком, в носу есть специальный эпителий, такое покрытие с ворсинками. Ворсинки, вот они ловят все микробы, ловят. И получается, не попадает столько бактерий, они уже обезврежены в дыхательные пути, и человек либо ребенок болеет меньше. Поэтому, закрыв рот и начав дышать носом, мы гораздо повышаем свой иммунитет механическим путем, но и, скажем так, химическим и обменным тоже, поскольку тогда происходит лучшее насыщение кислородом всех органов, а насыщение кислородом – это обмен веществ. И чем лучше у нас обмен веществ, тем лучше происходят все регенерационные процессы, то есть возобновление нашего организма. Еще попрошу заметить, поанонсирую, что тоже сделаем прямой эфир, как носовое дыхание влияет на вашу фигуру и на ваше похудение. И это о том, что многие сидят на диетах и не могут никак похудеть. А если у человека плохой обмен веществ, то никакая диета помочь не может. То есть нужно урегулировать, улучшить свой обмен веществ. Улучшить мы его можем лишь с помощью хорошего дыхания. Оленька, прости, очень много вопросов все-таки тех, кто только к нам присоединился, просят еще раз быстренько хотя продемонстрировать все 3 метода. Дорогие друзья, кто только присоединился, пишите еще вопросы, если прямой эфир... Да. Пока. Метод первый. Мы отвечали о том, если муж храпит, что с этим делать. Потом в записи вы сможете посмотреть это видео. Делитесь обязательно. Друзья, сохраняйте себе на страницу это видео и будьте здоровы. Да, метод второй. Смотрите, все в видео есть. Это безопасно для детей? Да. Видите, вот здесь вот углы рта открыты. Вот, ребенок может дышать. То есть самый главный принцип – это приучить рот закрываться ночью? Да, приучить рот закрываться ночью. И последний, 4-й метод – это когда мы обклеиваем рот по периметру. 1, 2. Друзья, все есть в записи, вы смотрите запись, просматривайте еще раз, делитесь эфиром, просто чтобы не отнимать время, да, я думаю, что вот, понятно? Оль, а по секрету специально для нашего журнала расскажите, ваш муж храпел ночью? Да, расскажу вам секрет, мой муж храпел ночью, притом очень серьезно храпел, и у него вообще серьезные проблемы с частые бронхиты, с дыхательными, то есть это с детства еще тянется, с дыхательными путями. Мой муж спал с заклеенным ртом, притом вот с обычным методом, там, без страха, что он задохнется, то есть он себе просто вот так заклеил, вот таким вот образом. Сейчас он не храпит, ему хватило месяца для того, чтобы перестать храпеть, заклеивая рот каждый вечер, и с тех пор он ни разу не заболел своим обычным любимым бронхитом, которым он просто очень часто болел. И вот все-таки напрашивается обычный нормальный человеческий вопрос. Англичане 20 лет
исследовали храп и пришли к самому оригинальному методу. Это просто... Ну, скажем так, я же говорю, Константин Бутейко тоже к нему пришел. Я думаю, что многие люди в Америке очень этим тоже... Есть даже отдельный сюжет BBC, который рассказывает об этом методе, о том, как вот на ночь заклеивать рот и развивать свое дыхание. То есть все гениально просто, правильно? Да, и притом об этом в западном мире очень многие знают, это не скрытая тема. Друзья, если вы считаете это видео полезным, давайте поблагодарим Ольгу, ставьте свои лайки, пишите еще комментарии. У Оли дальше продолжается работа, и мы вынуждены ее освободить от прямого эфира. Огромное спасибо вам за то, что уделили внимание нашему журналу. Друзья, спасибо вам огромное за то, что были с нами. Спасибо, и мы проанонсируем следующие эфиры обязательно, потому что очень еще многим чем есть поделиться. Очень хочется помочь вам понять, что мы сами можем свое здоровье сделать хорошим. Миллион лайков. Миллион лайков, сердечек летят в вашу сторону. Спасибо Огромная большое. вам благодарность. Спасибо, я вам тоже благодарна. До встречи.